Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Предлагаю вашему вниманию вот такую подушечку, вязаную в виде сердца из плюшевой пряжи. Ее размер приблизительно 33 сантиметра на 33. Вот такую красивую подушку мы будем вязать сегодня с вами. Для выполнения нашей подушки нам понадобится 2 моточка пряжи Yarn Arn Dolce. Будем вязать крючком номер 4. И также понадобится холофайбер для наполнения нашей подушки. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И во вторую от крючка воздушную петлю ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это мы провязали с вами первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду нам в каждый столбик предыдущего ряда нужно сделать по прибавлению. То есть будем провязывать по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. Один, сюда же провязываем второй. Одна прибавка. И так вяжем в каждый столбик, и в этом ряду у нас получится 12 столбиков. Продолжаем вязать самостоятельно. Вяжем третий ряд. В третьем ряду в первый столбик мы провязываем 1 столбик, во второй делаем прибавление. 1, 2. Снова 1 столбик, во второй делаем прибавление. И так вяжем до конца ряда. И в этом ряду у нас будет 18 столбиков. Вяжем самостоятельно. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду вяжем 1 столбик, второй столбик, а в третий делаем прибавку. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 24 столбика. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. А в четвертый делаем прибавление. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 30 столбиков. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый делаем прибавление. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 36 столбиков. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду я сделаю смещение прибавок для того, чтобы они не совпадали друг на другом, и потом в ходе нашего вязания, чтобы не получились такие явные полосы на изделии. Для этого в седьмом ряду я провязываю 2 столбика. 1, 2. Одеваю маркер. И в третий столбик делаю прибавление. Далее вяжу 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. И так вяжем до конца. Чередуете 5 столбиков и прибавка. В конце, вот мы в начале с вами провязали 2 столбика, в конце вам придется довязать 3 столбика, и мы выйдем на вот эти же 5 столбиков и прибавка. В этом ряду у нас будет 42
столбика вяжем самостоятельно. Вяжем 8 ряд. В 8 ряду я уже не буду делать смещение столбиков. Мы провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7 столбик делаем прибавление. Так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 48 столбиков. Вяжем 9 ряд. В 9 ряду провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 делаем прибавление. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 54 столбика. Вяжем 10 ряд. В 10 ряду мы снова сделаем смещение наших прибавок. И потому провяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Теперь вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. И так вяжем до конца ряда, чередуя 8 столбиков и прибавка. В начале мы с вами уже провязали 4 столбика, и в конце вы довяжете тоже 4 столбика. И так закончится наш 10 ряд. В 10 ряду у нас будет 60 столбиков. Вяжем 11 ряд. В 11 ряду нам нужно провязать 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаем прибавление. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 66 столбиков. Вяжем 12 ряд. В 12 ряду сделаем смещение наших прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавление. Теперь провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем прибавление. В начале мы уже с вами провязали 5 столбиков, остальные 5 довяжем в конце. И в этом ряду у нас будет 72 столбика. Вяжем 13 ряд. Провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в 12 столбик делаем прибавление. Так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас получится 78 столбиков.
Теперь 14, 15 и 16 ряды мы вяжем без прибавлений по 78 столбиков в каждом ряду. Провязываем эти 3 ряда самостоятельно. Провязали 16 ряд. Вот такая деталь у нас с вами получается. И сейчас нам нужно отрезать нить, но отрезаем подлиннее, потому что нам понадобится нить для сшивания. Приблизительно вот столько я отрежу. И вторую деталь нам нужно связать точно такую же, но нить не обрезаем, так как будем продолжать дальше наше вязание. Две детали мы с вами связали. Вот они. Теперь нам нужно их соединить вместе. Значит, берем нашу вторую деталь, там, где мы нить не обрезали, и продолжаем вязать 17 ряд. В 17 ряду нам нужно провязать 70 столбиков и 8 столбиков, получается, мы не довязываем. Так что вяжем самостоятельно 70 столбиков. Вот на второй детали, там, где мы не обрезали нить, мы провязали 70 петель и оставили 8 столбиков до маркера. Вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И берем нашу первую деталь. Там, где вот мы отрезали нить, от нее отсчитываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот я маркер специально прицепила, чтобы было видно. И теперь вот в 9 петельку нам нужно соединить 2 детали. Вот так. Сейчас я покажу. Нам нужно вязать дальше столбики. Вот там, где я одела маркер, мы в следующую петельку, это у нас 9 петелька, 9 столбик, мы будем провязывать столбик без накида. Вот таким образом мы соединили 2 детали вместе. Вот так оно все смотрится. И по первой детали, которую мы с вами связали, нужно тоже провязать 70 столбиков без накида. Мы их провязываем, ориентир у нас вот наша отрезанная нить. Вот до отрезанной нити мы провязываем, и здесь 8 столбиков у нас остается. Потом мы будем это все сшивать. Сейчас по первой детали провязываем 70 столбиков. И вот когда мы в 17 ряду довязали до обрезанной нити, вот она у нас, мы переходим на нашу вот вторую деталь, там, где у нас маркер. И вот между деталями у нас получится по 8 столбиков без накида. Я снимаю маркер и провязываю здесь столбик без накида. И таким образом мы соединили 2 детали вместе. Оденем маркер назад, чтобы не потерять этот ряд. И в 18 ряду нам нужно провязывать 33 столбика и делать убавление. Вот первый столбик мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем 33 столбика. Когда провязали 33 столбика, делаем убавление. Захватываем переднюю стеночку первого столбика и переднюю стеночку второго столбика
и провязываем столбиком без накида. Далее вяжем 33 столбика и убавление. И в этом ряду у нас получится 136 столбиков. Теперь вот когда мы довязали 18 ряд, мы вдеваем ниточку в иголку, то что вот мы оставляли отрезанную нитку от нашей первой детали. И этой нитью будем сшивать наше пространство между двумя деталями. И вот берем столбик за столбик и сшиваем две наши детали. Кому удобно крючком, можете крючком сшивать. Мне удобней иголкой. И вот столбик за столбиком мы сшиваем. Вот мы сшили две наши половинки. С лица вот все красиво, дырочек нигде нет. Все мы спрятали. И теперь вяжем 19 ряд. В 19 ряду нам нужно провязывать 32 столбика и делать убавление. Не забывайте, что убавление, так само как мы делали с вами прибавление, делайте смещение, чтобы они не совпадали друг на другом и чтобы не было явных полос на вашем изделии. Потому регулируйте сами, провязывайте 15 сразу столбиков, потом сделали убавление, а в конце ряда вы остальные столбики уже довяжете. Значит, напоминаю, в 19 ряду мы провязываем 32 столбика и делаем убавление. И в этом ряду у нас получится 132 столбика. Вяжем 20 ряд. В 20 ряду нам нужно провязать 31 столбик и делаем убавление. В 20 ряду у нас получится 128 столбиков. Вяжем 21 ряд. В 21 ряду нам нужно провязать 30 столбиков и сделать убавление. Не забывайте, что мы через один ряд делаем смещение убавлений, чтобы они не совпадали друг на другом. И в 21 ряду у нас получится 124 столбика. Вяжем 22 ряд. В 22 ряду нам нужно провязать 29 столбиков и сделать убавление. В 22 ряду у нас будет 120 столбиков. Вяжем 23 ряд. В 23 ряду будем делать смещение наших убавлений. И в 23 провязываем 28 столбиков и убавление. В этом ряду у нас получится 116 столбиков. Вяжем 24 ряд. В 24 ряду нам нужно провязать 27 столбиков и сделать убавление. В этом ряду мы не делаем смещение наших убавлений. В 24 ряду получается 112 столбиков. Вяжем 25 ряд. В 25 ряду мы делаем смещение наших убавлений. Нам нужно провязать 26 столбиков и делаем убавление. В этом ряду у нас получится 108 столбиков. Вяжем 26 ряд. В этом ряду мы не делаем смещения убавлений. Провязываем 25 столбиков. Далее убавление. И в этом ряду у нас получится 104 столбика. Вяжем 27 ряд. В 27 ряду нам нужно провязать 24 столбика и делаем убавление. В этом ряду у нас получится 100 столбиков. И не забываем делать смещение наших убавлений. Вяжем 28 ряд. В 28 ряду нам нужно провязать 23 столбика и делаем убавление. В этом ряду у нас получится 96 столбиков.
Вяжем 29 ряд. В этом ряду у нас будет смещение убавлений. Нам нужно провязать 22 столбика, потом убавление. И в этом ряду у нас получится 92 столбика. Вяжем 30 ряд. В 30 ряду нам нужно провязать 21 столбик. Далее вяжем убавление. И в этом ряду у нас получится 88 столбиков. Вяжем 31 ряд. В этом ряду мы делаем смещение. Нам нужно провязать 20 столбиков. И потом вяжем убавление. И в этом ряду у нас получится 84 столбика. Вяжем 32 ряд. В этом ряду нам нужно провязать 19 столбиков. Далее убавление. И в этом ряду у нас получится 80 столбиков. Вяжем 33 ряд. В этом ряду мы делаем смещение наших убавок. Нам нужно провязать 18 столбиков и делаем убавление. В этом ряду у нас будет 76 столбиков. Вяжем 34 ряд. В этом ряду нам нужно провязать 17 столбиков. Далее делаем убавление. И в итоге у нас получится 72 столбика. Вяжем 35 ряд. В этом ряду мы делаем смещение наших убавлений. Нам нужно провязать 16 столбиков и делаем убавление. В этом ряду у нас получается 68 столбиков. Вяжем 36 ряд. В этом ряду нам нужно провязать 15 столбиков, далее убавление. В этом ряду у нас получается 64 столбика. Вяжем 37 ряд. В этом ряду мы делаем смещение наших убавок. Нам нужно провязать 14 столбиков, далее убавление. И в этом ряду у нас будет 60 столбиков. Вяжем 38 ряд. В 38 ряду нам нужно провязать 13 столбиков, далее убавление. В итоге у нас получится 56 столбиков. Вот такой формы у нас получается наша подушка сердечко. И на этом этапе уже можно начинать немного наполнять нашу подушку, так как отверстие сужается, и потом будет очень неудобно ее наполнять. Так что сейчас ее наполняем холофайбером. Вот такой формы получается наша подушечка, когда мы наполнили ее наполнителем. И продолжаем вязать дальше. Вяжем 39 ряд. В этом ряду нам нужно провязать 12 столбиков и сделаем убавление. И в этом ряду мы делаем смещение наших убавок. В итоге получится 52 столбика. Вяжем 40 ряд. В 40 ряду провязываем 11 столбиков, далее убавление. В итоге получится 48 столбиков. Вяжем 41 ряд. В этом ряду делаем смещение наших убавлений, провязываем 10 столбиков, после чего делаем убавление. И получится 44 столбика. Вяжем 42 ряд. В этом ряду провязываем 9 столбиков, после чего убавление. В этом ряду будет 40 столбиков. Вяжем 43 ряд. В 43 ряду нам нужно провязать 8 столбиков со смещением и далее убавление. И в итоге получится 36 столбиков. Вяжем 44 ряд. В 44 ряду нам нужно провязать 7 столбиков, далее убавление. В этом ряду получится 32 столбика. Вяжем 45 ряд. В 45 ряду нужно провязать 6 столбиков,
далее убавление. И получится всего 28 столбиков. Вяжем 46 ряд. В этом ряду провязываем 5 столбиков. Далее делаем убавление, и в итоге получится 24 столбика. И не забываем заполнять нашу подушку холофайбером. Вяжем 47 ряд. В 47 ряду нам нужно провязать 4 столбика, далее убавление. В итоге получится 20 столбиков. Провязываем 48 ряд. В этом ряду вяжем 3 столбика, далее убавление. И в итоге получится 16 столбиков. Вяжем 49 ряд. В этом ряду вяжем 2 столбика и убавление. В итоге получится 12 столбиков. Вяжем 50 ряд. В этом ряду вяжем 1 столбик и убавление. В итоге получится 8 столбиков. И в последнем ряду закрываем все наши петли, стягиваем полностью отверстие, и вот такая подушечка у нас получилась. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!